В преддверии вступительной кампании, а также для тех, кто собирается связать свою жизнь с морем, просто, может быть, хочет стать моряком, я решил записать это видео. Для тех, кто меня не знает, для тех, кто первый раз зашел на канал, просто интересуется морской профессией, морской жизнью, я представлюсь. Меня зовут Максим, я практикующий капитан, который стабильно работает в море, начиная с 2007 года, то есть на сегодняшний момент это 19 лет, и я работаю 11 год в должности капитана. Я решил записать этот ролик, потому что очень много вопросов задают в различных социальных сетях, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке, на всех моих профилях, на каналах, а также на Ютубе в комментариях. Каково это быть моряком в 2026 году? Какие есть нюансы, какие есть особенности, где лучше учиться, какой флот выбрать, кем лучше работать, механиком или штурманом, кто больше отдыхает, ну и так далее и тому подобное. Именно поэтому я решил записать это видео, тем более сейчас идет вступительная кампания в институты, и возможно мои слова, мои мысли, мои размышления и анализ текущей ситуации поможет кому-то определиться с профессией, поможет кому-то принять решение, стоит ли вообще свою жизнь связывать с морем или нет. И об этом мы сегодня с вами будем разговаривать. Я изложу то, что я думаю, а вы постарайтесь проанализировать мои слова. Но, друзья, для того, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик и помогло им это определиться с будущим, давайте я попрошу вас, подпишитесь, поставьте колокольчик, и если вам не тяжело, прожмите лайк, а мы будем начинать. Полный вперед, поехали! «26-й год, перспектива профессии». Очень много вопросов по поводу перспектив. Насколько перспективно быть моряком в 26-м году? Заменит ли нас искусственный интеллект и заменят ли нас роботы? Сейчас расскажу. Смотрите. На 26 год организация BIMCO, которая расшифровывается как Baltic and International Maritime Council, это не государственная организация, содружество судовладельцев. Эти судовладельцы владеют 64% тоннажа мирового флота. Крутая организация, постоянно приводит какую-то статистику, и она имеет довольно большой авторитет в мире. По их данным, на начало 26 года нехватка моряков всех профессий по мировому флоту составляет 100 тысяч человек. Не 100 человек, не 1000 человек, даже не 10 тысяч. 100 тысяч человек нехватка моряков всех специальностей. То есть существует огромный дефицит. Почему он создается? Он создается в первую очередь потому, что различные компании-судовладельцы, контейнерные, владельцы танкеров, офшорные, пассажирские, они постоянно расширяют свой флот, строят новые суда, при этом старые суда неохотно утилизируют, и на эти новые суда нужен экипаж, так как население нашей планеты прекрасной постоянно растет, то есть людей становится больше, желание у людей просто поесть, получить какие-то продукты, попутешествовать на пассажирах. У них это желание никуда не пропадает, оно у них всегда присутствует. И вот именно для этого нужны моряки, потому что подавляющее большинство товаров перемещается по миру с помощью судов. То есть это суда торгового флота, это суда танкерного флота, пассажиры постоянно путешествуют. Нужно обслуживать какие-то нефтяные площадки, это офшорный флот, ставить ветряки, прокладывать интернет-кабели по морскому дну и так далее. Флот постоянно растет, и нехватка моряков постоянно увеличивается. И на сегодняшний момент, я повторюсь, по данным BIMCO, она составляет, титр, 100 тысяч человек. И сразу по поводу искусственного интеллекта, заменит он нас или нет. В 2022 году я проводил стрим. У меня на стриме мне задали вопрос по поводу искусственного интеллекта и по поводу того, когда суда станут автономными. Во-первых, нужно уточнить, что есть суда беспилотные, есть автономные. Беспилотное судно — это то, которое может самостоятельно перейти из точки А в точку Б. И такие случаи уже неоднократно были. Буквально полгода назад одно из судов компании Evergreen, это та компания, судно которой перегородило Суэцкий канал, судно то называлось Ever Given, сама компания называется Evergreen, так вот их судно самостоятельно
с помощью искусственного интеллекта, управления искусственного интеллекта, перешло из Китая до западного побережья США. Но есть нюанс, оно перешло из Китая там, где уже не было рыбаков, потому что если бы оно начало самостоятельно, а искусственный интеллект управлял курсом судна, управлял главным двигателем судна, подбирал курсы такие, чтобы как можно меньше ему противостояло течение, как можно меньше было сопротивления ветра, в какой-то момент, чтобы течение наоборот подхватывало. В общем, он управлял курсом, скоростью и так далее. Если бы это все началось в том месте, где есть еще китайские рыбаки, которых тысячи возле побережья Китая, а также их сети, то оно бы там, скорее всего, где-то и начало ездить по кругу и никуда бы не выехало. Потому что так как искусственный интеллект должен соблюдать международные правила предупреждения судов, которыми мы руководствуемся, штурмана на борту судна, МПП-72, сокращенно называется аббревиатура. Вот если бы искусственный интеллект ими руководствовался, он бы там в Китае и остался, поверьте. Потому что там все еще нужен человек. С китайскими рыбаками пока справляются только люди. Это беспилотное, которое переходит самостоятельно из точки А в точку Б. Автономное — это судно, которое может самостоятельно работать, но им управляет человек, находясь в офисе. Тот же штурман. Вот, допустим, как я могу перед своими мониторами сидеть, и если на борту судна установлены видеокамеры, я вижу картинку и могу теоретически как-то им управлять, как в компьютерной игре. Как мы проходим симуляторы время от времени, нас вызывают на симулятор, и мы это то же самое делаем на симуляторе. Вокруг куча экранов стоит, перед нами органы управления, все, они полностью дублируют мостик, но это все равно не то. Это единичные какие-то моменты, единичные проекты, прототипы этих судов. И тогда, возвращаясь к тому моему стриму, я в 2022 году сказал, что минимум 10 лет еще никто нас ничем не заменит. И вот сегодня, 26 год, прошло 4 года, практически никаких движений массовых в этом направлении нет. Повторюсь, единичные случаи есть, но массово пока никто нас заменить не может. Еще, думаю, в следующие 6 лет точно такая же ситуация будет. И я, честно говоря, вот, находясь на борту судна, даже в данный момент, да, я не представляю, как судно будет полностью без людей. Взять машинное отделение. Какой-то механизм вышел из строя, который критически важный. Просто банальный пример. Вышел из строя сепаратор, который из-за того, что получили плохое топливо, просто вышел он из строя, забился и больше не может сепарировать топливо. Закончилось топливо в расходных танках, сепаратор не работает, все, топлива нет в системе, встал главный двигатель, механиков нет, обслужить некому. Или взять банально другую сторону, не механическую, а вот взять старшего помощника, который должен согласовать балласт, должен подготовить балласт под следующий порт. Даже перед выходом из порта он должен проверить, что все закреплено, что контейнеры по дороге не выпадут, проверить, что груз правильно погружен, что именно на тех местах все погружено, что все ящики стоят на своих местах, что судно правильно отбалластировано и оно не перекинется возле причала. Если, не дай бог, на переходе произойдет какой-то пожар, а на борту судна нет людей. Вот воспламенился контейнер. Бывает такое, что мы возим опасный груз, который может самовоспламениться. Вот произошел пожар, кто его будет тушить? Будут вызывать десант, который десантируется сюда, пожарники, и будут тушить. Пока они прилетят, выгорит судно. Потому что на борту судна 10 минут, первые 10 минут пожара критические. За эти 10 минут нужно успеть. Если не будет людей, кто этим будет заниматься? Кто будет заниматься швартовкой? Вот судно подходит, матросы швартуются, да, под руководством младших штурманов, проводят швартовку на носовой и кормовой швартовных станциях. Вот судно подходит к порту, кто будет швартоваться? Теоретически вы можете сказать, что привезут швартовную бригаду, высадят ее каким-то образом на борт судна, потому что, чтобы они поднялись на борт судна, для этого нужно приготовить трап, а людей нет. Но окей, ладно, каким-то образом они поднялись. Представляете, сколько это будет стоить? Проще платить матросу просто те 2000-2500 долларов в месяц, и чтобы он еще и обслуживал этот пароход, чтобы он проводил какое-то обслуживание механизмов, смазывал ролики, чтобы они не закисли во время швартовки, обслуживал лебедки, шприцевал. Вы можете сказать, что теоретически старший помощник может перекатать балласт или отрегулировать погрузку судна, находясь в офисе, да, находясь перед монитором, и не надо согласовывать с местным планером и так далее. Но, смотрите, у нас на борту есть две системы. Это IT и OT.
То есть Information Technology IT и Operational Technology. IT это то же самое, как у вас дома. Какие-то мессенджеры, имейлы, браузер, может там YouTube посмотреть. Это что касается IT. То есть это те системы, которые не критически важны для нормального обеспечения жизнедеятельности судна. Operational Technology. Просто как пример привожу, это управление балластной системой, это управление главным двигателем, это управление погрузкой судна, расчет, грузовая программа и так далее и тому подобное. Та же вот противопожарная система, тоже Operational Technology. И вот эти две системы, они никак не пересекаются. То есть IT это интернет, OT это все офлайн. И если вот это вот Operational Technology, ту же балластную систему, катать балласт, распределять его по судну с берега, да, там, тоже будет человек сидеть этим же заниматься. Или управление автопилотом можно сделать тоже с берега с помощью искусственного интеллекта. То скажите мне, пожалуйста, что мешает каким-то грамотным и крутым хакерам получить доступ к этой системе, находясь также на берегу. То есть если один человек может это делать, находясь на берегу, то и другой человек сможет это делать. И вот получит он доступ к этим всем системам, перекатает так балласт, что судно перевернется где-то посреди океана, или получит управление над авторулевым и въедет в какую-то нефтяную вышку другим судном. Поэтому это все на сегодняшний момент я не вижу, как искусственный интеллект заменит людей на борту судна. Поэтому в перспективе у нас еще много времени. Ну, как минимум, я прогнозировал в 2022 году 10 лет, то есть до 1932 года 100% еще все, люди будут работать на борту. Есть много попыток различных компаний внедрить искусственный интеллект, в том числе CMA CGM, компанию, на которую я работаю. Они тоже пытаются со своей стороны как-то внедрить искусственный интеллект. Мы уже получаем какие-то карты, планы переходов, которые прогнозируют искусственный интеллект, генерируются с помощью него. Компания Hyundai на борту своих судов внедрила ИИ. Он следит с помощью камер видеонаблюдения за экипажем, что они делают, как они одеты. И, допустим, если кто-то из членов экипажа не надел каску или не надел перчатки, сразу же идет сообщение в офис, что такой-то человек нарушает технику безопасности. В общем, попытки внедрения искусственного интеллекта есть, их много, но пока это все на стадии такой, что людей он заменить не сможет. Вопрос по поводу флота. Куда идти работать, на какой тип флота? Потому что есть сухогрузный флот, есть танкерный флот, есть офшорный флот, есть пассажирский флот. И вот люди спрашивают, куда идти работать. Мой совет: идите работать туда, где больше платят денег. Ну и там, где может быть вам интересно. Потому что мы в первую очередь здесь за деньги. Мы продаем свое время в обмен на бумажки. Ну или в обмен на какие-то цифровые символы, которые у нас лежат на карточке. Да. Я очень мало знаю людей, точнее конкретно знаю одного всего человека, который предан вот именно морской профессии, который такой моряк, которому чайки какали на грудь и все сзади у него в ракушках. Вот он именно любит свою профессию, и он, можно сказать, даже где-то частично работает за идею. Но это единичный случай. Все в основном работают за деньги. И чем раньше вы начнете зарабатывать, тем, естественно, будет лучше для вас. По поводу зарплат мы чуть-чуть попозже тоже поговорим. В этом же ролике я вам расскажу по поводу зарплат на сегодняшний момент. Но чисто вот мой совет: идите работать туда, где больше платят. Но учитывайте, что просто так ни на одном типе флота не платят. Если вы думаете, что на химовозах, газовозах платят больше, просто потому что это тоже как бы флот, но там просто больше платят. Нет, там не просто больше платят, там платят за определенную работу. Там больше проверок, там больше рисков. Теоретически, я там никогда не был, кто-то говорит, что там есть какое-то влияние на здоровье, но хотя, учитывая все системы безопасности, которые есть сегодня, все проверки, которые проходят эти суда, я не сильно в это верю, но есть такие разговоры. И еще не всегда бывает так, что на том же танкере вы будете получать больше, чем на том же балкере. Есть разные судовладельцы, есть разные суда, есть большие суда, маленькие суда, и не всегда зарплата будет выше. У меня есть товарищ один, который работает на офшоре, на офшорном якоре-заводчике, но без DP-системы,
и он получает, несмотря на то, что он работает на офшорном флоте, мы когда с ним заговорили за зарплатой, выяснилось, что у него зарплата ниже, чем у меня. Хотя, по идее, в офшоре она должна быть выше. Подумайте, куда вам лучше идти, потому что когда вы стартанете на каком-то типе судна, допустим, на том же танкере, или на том же балкере, или на том же контейнеровозе, или пассажире, вам будет тяжело потом поменять флот, поменять тип флота. То есть, если вы начнете на танкере, скорее всего, вы там все время будете работать. Если вы начнете на контейнеровозе, вас потом не возьмут, ну или возьмут при определенных условиях на танкер. Вам нужно будет похудеть на определенную сумму. Вы, скорее всего, попадете не в самую лучшую компанию, не на самые лучшие условия, не на самую лучшую зарплату. Потому что судовладельцы неохотно берут людей с других типов судна. И даже если вы просто банально откроете какой-то сайт, где есть морские профессии, там есть должность, допустим, второй механик, и внизу будет приписка с опытом работы на танкере или с опытом работы на определенном двигателе. Если это старший помощник, там будет 100% только с опытом работы на танкере или только с опытом работы там, на контейнеровозе в должности в этой. И минимум еще могут выставить, там, чтобы у вас было минимум 36 месяцев опыта. Еще раз, когда вы будете выбирать флот, выбирайте его с той мыслью, что вы будете, скорее всего, на нем работать какое-то продолжительное время. И, скорее всего, вы с него не перейдете. Механикам в этом плане легче перейти. Очень много есть у меня знакомых, которые меняли тип флота с сухогрузного на танкерный. Меняли, да, там немножко проще. У штурманов это тяжелее, потому что специфика работы на разных типах судов разная. Но при смене флота и у тех будут возникать определенные трудности. У кого-то больше, у кого-то меньше. По поводу обучения, ответить на вопрос по поводу обучения. Многие спрашивают, где лучше всего учиться. Друзья, я закончил Одесскую национальную морскую академию в 2007 году. И с тех пор постоянно работаю на флоте, на торговом флоте. Я капитан контейнеровоза, то есть это сухогрузный флот. К сожалению, я на 26-й год немножко выпал из вот этой обоймы учебных заведений, у кого какая материальная, техническая, теоретическая база, у кого хороший преподавательский состав, и не могу компетентно ответить на этот вопрос. Когда я учился в Одесской национальной морской академии, нам хорошо преподавали специализированные предметы, именно те предметы, которые нам нужны по специальности нужны были. Но уже на тот момент, я закончил в 2007 году, была слабенькая техническая база, потому что там были старые гирокомпасы, были старые радары, были старые авторулевые, и нам это все преподавали, мы все это изучали. Когда я попал на борт судна, пришлось переучиваться, потому что совсем другое оборудование современное, оптоволоконные гирокомпасы, новые авторулевые, электронные карты. Вот, кстати, насчет электронных карт, уже в академии в 2007 году, когда мы их изучали, тогда уже с ними там было все хорошо, потому что они только внедрялись по всему флоту, и электронные карты на тот момент в академии были неплохие. Все остальное было, такое себе. Теоретическая часть, да, преподавательский состав был очень сильный, но это что касается тех времен. На сегодняшний момент я работаю постоянно в микс-экипажах, я встречаюсь периодически с людьми другой национальности, мы общаемся в тех же социальных сетях, но по работе, вот на борту судна, кого я встречал, люди, которые заканчивали морскую академию Констанция, Румыния, Варна, Болгария, в Польше ребята тоже учатся в морских колледжах, морских институтах. На прошлом судне у меня было 2 третьих помощника, которые закончили морской колледж в Клайпеде. И вот по поводу вот этих учебных заведений я ничего плохого сказать не могу. В том числе, если интересует конкретно Одесса, прошлый контракт, морской колледж технического флота, 2 человека, тоже прекрасные специалисты. Многое зависит от самого человека, насколько он хочет обучаться. И даже на борту судна, если плохо научили где-то в академии, даже если человек хотел учиться, но учили так, что не научился, то мы всегда можем помочь на борту судна. Ко мне сколько кадетов приезжало, все уезжали с хорошими знаниями. Я старался, Старпом старался. Но по поводу обучения на берегу я бы рассматривал Европу. Почему?
объясню немножко попозже. Нюансы на 26 год. Тоже очень много вопросов по этому поводу, на что стоит обратить внимание. Из последних нюансов это, конечно, нашумевшие вот эти сертификаты по харассменту, что судовладельцы поголовно, даже не судовладельцы, крюинги стали их требовать. Кто не знает, что такое харассмент, я в двух словах объясню. Это какое-то действие, возможно, сексуального характера, возможно, буллинг, возможно, унижение, возможно, давление членам экипажа в отношении другого члена экипажа. То есть вы можете проявлять как-то какую-то агрессию в сторону другого человека, и это будет являться харассментом. Тем более, если это с сексуальным подтекстом. Ну, на сегодняшний момент очень много девушек на флоте. Может быть какой-то буллинг в отношении другого человека. То есть приехал кадет, его начинают буллить, его начинают унижать. К сожалению, это очень часто происходит. Старшие помощники, капитаны не всегда бывают адекватными и чувствуют себя царями на борту судна и могут позволить себе какое-то нехорошее высказывание в отношении другого члена экипажа. Это как раз и является примером харассмента. И на это сегодня очень сильно уделяют внимание, много внимания этому уделяют. Судовладельцы стараются избегать таких ситуаций на борту судна, потому что это никому на самом деле не надо. Не все люди это понимают, и бывает, что ситуация выходит из-под контроля. Особенно, что касается женского пола. Но, с другой стороны, тот же самый прекрасный женский пол может этим манипулировать. Поэтому внедрили специальные курсы, которые теоретически, если вы пройдете, вы сможете как-то с этим управляться. Практически это не всегда получается. Следующий нюанс — это документы. И это мы возвращаемся как раз вот к тому, что я говорил, почему лучше учиться в Европе. Смотрите, я с Украины, и у нас морская администрация постоянно меняет процесс получения и процедуру получения морских документов. То есть сегодня это может быть одна процедура, спустя полгода или год процедура может поменяться. И были случаи, что те документы, которые люди получали там, скажем, условно год назад, они через год становились недействительны. Но по ним все равно работали, тем не менее, как-то. И еще спустя год опять процедура меняется. Постоянно внедряются какие-то нововведения, постоянно меняется процесс. Иногда, кстати, меняется он в лучшую сторону. Вот совсем недавно сделали так, что можно получать подтверждение просто по опыту. Не надо сдавать никаких экзаменов. Но опять сейчас что-то меняется, и нужно вам за этим очень тщательно следить, чтобы не упустить момент и сделать документы вовремя. В Европе, по крайней мере, люди, с которыми я разговаривал на борту судна, общался по поводу документов, к нам сюда приезжают периодически так называемые менторы, капитаны-наставники, они разных национальностей. Кто-то мьянмарец, кто-то хорват, кто-то румын. Они приезжают, я с ними тоже общаюсь, и у них таких проблем нет. У них там все гораздо проще. Поэтому я и советую учиться в Европе, потому что, получив там документы, это снимает одну проблему, и там процесс более открыт. А документы вам нужно будет постоянно обновлять. Вводятся новые сертификаты какие-то. Офшорный флот, там вообще своя история. Танкерный флот, там дополнительные сертификаты. Контейнерный флот, у нас тут сертификаты по опасным грузам могут быть. Пассажирский флот, там управление толпой еще какое-то, скорее всего, есть. И документов много, их нужно постоянно обновлять и постоянно за этим следить. Потому что, опять же, многие компании начинают требовать, если у вас документы заканчиваются в следующие 6 месяцев, чтобы вы их обновили. И следите, если вы будете все-таки становиться моряком, связывать свою жизнь с морем, за документами нужно очень тщательно следить, чтобы сроки годности ваших, сроки валидности ваших документов неожиданно для вас не закончились. Отношение к людям на борту судна сегодня, на 26-й год, такое, что вы можете быть прекрасным специалистом, абсолютным профессионалом, хорошим человеком. Вас могут ценить, боготворить, и вы будете на хорошем счету в компании. Но один проступок, одна ошибка, и с вами могут попрощаться, вас могут не простить. Могут быть, если не сильно большой проступок, может быть еще простят. Но судовладельцы в подавляющем своем большинстве просто наймут другого на вашу должность. Даже если у вас там прекрасная репутация последние 10 лет в компании, это может вас не спасти. Есть компании, вот как, допустим, наша CMA CGM, я здесь работаю, потому что меня все устраивает. Человек не работает там, где ему плохо. В этой компании отношение к людям именно по-человечески. То есть они предоставляют вам бесплатную, просто банально бесплатную воду,
на борту судна предоставляют бутылированную. Вы сейчас можете удивиться, но не все компании это делают. Некоторые просто продают на борту судна просто воду. Нам предоставляют одежду, то есть personal protective equipment, одежда рабочая, нам ее предоставляют на борту судна. Некоторые компании выдают в офисе и везите ее на пароход, еще с ней едете. Нам оплачивают одежду частично, по чекам. Нас встречают, провожают агенты, когда меняется экипаж. То есть, если необходимо, предоставляют отель. Если необходимо, то предоставят отель промежуточный в каком-то аэропорту. Я сейчас сюда летел, у меня была большая пересадка в Мумбаи. Долгая пересадка, долго нужно было ждать. Я себе взял отель, мне его оплатили прямо в аэропорту. Питание хорошее, зарплата вовремя, бонусы есть, медицинская страховка есть. Человеческое отношение к людям в компании. В плане отношений, к сожалению, есть и другая сторона медали. Есть компании, которые даже не встречают людей в аэропорту. Просто говорят: прилетел в Амстердам, возьмешь метро, доедешь до Роттердама, там сядешь на автобус, переедешь до проходной порта, и там тебя уже какой-то шаттл-бас встретит, привезет на пароход. Есть такое. Есть, опять же, которые выдают одежду в офисе, вези ее на пароход. Вода не оплачивается, зарплата может задерживаться месяц, 2, 3, 4, где-то она на какой-то виртуальной карте, она там лежит, вам потом это все выплатят. Вот такое вот есть отношение, да. Плохое питание, задержка с заменами. Вы можете подписать контракт на 4 месяца, а просидеть на пароходе 6. Поэтому в плане отношения к людям, еще раз я повторюсь, вы можете быть классным, офигенным специалистом. Одна ошибка, и вас могут за это не простить. Вам придется искать работу. И когда выбираете себе, где работать, то изучайте отзывы в интернете, читайте, спрашивайте у людей, спрашивайте в соцсетях. Слава богу, сегодня это гораздо проще, чем тогда, когда я начинал работать. Я начинал работать в 2007 году, и у нас не было такого доступа, в принципе не было социальных сетей, вообще не было. Был интернет, но в нем было мало информации. Мы все пользовались книжками, покупали так называемый вестник крюинга, там были адреса, там были телефоны крюинговых компаний. Мы с этим вестником крюинга ходили и искали работу. И если встречали где-то каких-то моряков в этих офисах, мы с ними тогда общались. Но я тогда был кадетом или там третьим помощником уже, и со мной особо не хотели общаться. Сейчас же есть возможность получить информацию еще до того, как вы подадите свою анкету в какую-то компанию. Взаимоотношения в экипаже. Очень важный нюанс. Микс экипажей, то есть это те экипажи, где работает много национальностей. Я работал на борту одного из судов, у нас было 11 национальностей на борту судна. И со всеми вот этими людьми других национальностей, других религий, другой философии, другого менталитета, вам нужно будет как-то договариваться, как-то строить взаимоотношения, трудовые отношения. Потому что все работают по-разному. Есть такие случаи, когда приезжает молодой третий помощник, и он из-за того, что он молодой, а здесь уже матрос, которому 50 лет, он все в жизни видел, все в жизни прочувствовал, и он может просто банально пользоваться своим авторитетом, как ему кажется, и не слушаться третьего помощника. И третьему помощнику нужно как-то найти подход к такому человеку, построить трудовые отношения между ними, потому что третий помощник этим человеком будет руководить, он будет им во время швартовки, так как третий помощник отвечает за всех людей, которые находятся на mooring station. И есть случаи, к сожалению, когда люди машут кулаками на борту судна, когда машут ножами. Это именно из-за того, что есть какая-то трещина в взаимоотношениях в экипаже. И это нужно учитывать, когда вы едете. То есть не надо сразу лезть на рожон. Нужно пытаться с людьми как-то договариваться, как-то искать взаимные пути решения проблемы. Если же это не получается сделать, то уже нужно тогда подходить к старшим, то есть это второй механик, старший помощник. Второй механик — это такая же должность, как и старший помощник, только в машинном отделении. То есть второй механик, дальше уже стармех. У меня есть старший помощник и дальше уже капитан. Вот не получается у вас как-то наладить, даже если вы матрос, вас прессует один из штурманов. Если вы моторист, вас прессует кто-то из механиков. Если вы считаете, что с вами поступают несправедливо,
Вы должны подойти, объяснить свою ситуацию к вашему непосредственному начальнику. То есть, если это в машинном отделении, это второй механик, либо стармех. Если это на палубе, это старший помощник, либо капитан. Вам нужно объяснить свою ситуацию. Вам нужно рассказать, что вас не устраивает. И если все хорошо, если у вас адекватное начальство, оно пойдет к вам навстречу и постарается вам помочь. К сожалению, это не всегда так. К сожалению, иногда это вот начальство оказывается тоже не в адеквате. В общем, взаимоотношения на борту судна – это один из ключевых аспектов хорошего контракта. Если у вас взаимоотношения с другими членами экипажа, в том числе с начальством, хорошее, то контракт проходит просто как очень быстро, гладко и без каких-то нюансов. Если же в экипаже есть напряжение, то контракт будет тяжелый. Но старайтесь всегда гасить конфликт на его начальной стадии развития. К чему готовиться молодым морякам в 2026 году? Из этого же разряда необычный вопрос. Кто больше спит, механики или штурмана? Друзья, когда вы идете работать на торговый флот, если вы решили связать свою жизнь с морем, вопрос надо ставить не так. Не кто больше спит, а кто меньше работает. Это две большие разницы. Потому что если вы попадаете на флот, торговый флот, офшорный флот, пассажирский флот, неважно, вы будете работать всегда. Вы должны быть готовы к тому, что вас могут напрячь работать в любой момент. Вы будете выходить ночью на швартовку, вы будете выходить на погрузку снабжения, вы будете просыпаться на какие-то алармы ночные, если вы механик или моторист. Вдруг механику понадобится ваша помощь ночью. Вы будете, если вы повар, работать постоянно, весь контракт, без выходных каждый день. Если вы штурман, вы будете выходить на работу каждый день. Вы приедете в начале контракта, вот начнете, и через 4, 6 или сколько у вас там месяцев контракт, у вас не будет ни одного выходного. Потому что штурмана, в зависимости от типа судна, в зависимости от флота, стоят постоянно вахты каждый день. Или 4 через 8 часов, или 6 через 6 часов, или 12 через 12 часов, в зависимости от того, где вы работаете. У вас не будет ни одного выходного, если вы штурман. У вас не будет ни одного выходного, если вы повар. Ну, может быть, начальство когда-нибудь вас, я давал когда-то разгрузочные дни повару, когда он готовил в субботу, а в воскресенье мы просто ели там какое-то уже то, что либо было приготовлено в субботу, либо сами себе готовили мясо заранее замаринованное и так далее. Но вы должны быть готовы к тому, что если вот вы из этих профессий, то, что я назвал, у вас не будет выходных. У механиков иногда старший механик дает выходные, если все работы выполнены и можно отдохнуть. Но если вы штурман, у вас выходных не будет. Если вы повар, тоже забудьте. Флот любой – это тяжелый труд. Здесь деньги просто так не платят. Это честные деньги. Вы их будете честно зарабатывать, но вы будете их получать за тяжелый труд. Вы можете там 1-2 раза за все время, за все эти контракты поймать какую-то шару. Но в основном это постоянная работа, постоянный напряг. Линейные суда, там постоянные порты, контейнеровозы очень интенсивные, балкера чуть-чуть менее интенсивные, танкера тоже бывают очень интенсивные, и еще терминалы непонятно где находятся за городом, что и в город толком не выйдешь. Пассажиры, линейные, как правило, тоже каждый день там или через день порты, еще и много людей, которые надо контролировать. Поэтому здесь не вопрос, кто больше спит, тут кто меньше работает. Готовьтесь, те, кто хочет пойти работать на торговый флот или поступает на моряка, да, будет учиться на моряка, получать морскую профессию. Сразу себя настраивайте на то, что работы будет постоянно много, она будет всегда. Даже вот просто возьмите, посмотрите, вот у меня здесь много папок, здесь папки, тут папки. Это все бумажная работа. Сейчас ее стало именно бумажной работы меньше. Мы меньше стали распечатывать документы. Она просто вся перенеслась вот в компьютеры, но тем не менее эта работа осталась. Просто мы перестали печатать. Она вся сейчас в компьютерах. Вы очень много времени тратите на то, что лично я очень много времени трачу на переписку какую-то. С офисом постоянно общаюсь. Старший помощник тоже очень много времени тратит на какие-то разрешительные документы, на переписку с офисом. Стармех тратит очень много времени на заказы, второй механик каких-то запчастей. Тоже все организовать людей, провести митинг перед рабочим
рабочим днем, объяснить, что не надо куда-то лезть, где вам не надо быть, чтобы не разбить себе голову. Постоянный контроль экипажа, постоянный контроль, чтобы они носили защитную, соблюдали технику безопасности. Все это, ну, очень много административной работы. Это если вы хотите стать вот кем-то из командного состава. Если вы планируете быть матросом, мотористом, у вас этого будет меньше, но работы, тем не менее, ну, меньше не будет, она будет всегда. Поверьте, судно это такой, ну, нельзя сказать, что это организм, потому что это железо, да, и это железо имеет свойство ломаться, оно имеет свойство ржаветь, оно имеет свойство приходить в негодность, это все нужно обслуживать, и пока вы обслуживаете одну часть, где-то на судне, другая выходит из строя. Пока с этой закончили, идете сюда. Пока здесь работаете, еще где-то что-то. Работа на судне будет всегда. Поверьте, вы должны с этой мыслью уже себя настраивать, ехать на контракт и идти проходить обучение, что работа, ну, шары практически нет. Еще раз говорю, может где-то проскочит 1-2 раза, но в основном это постоянный тяжелый труд за честные деньги. Иногда не очень честные деньги, но я вам желаю, чтобы вы получали всегда по достоинству. Теперь про нынешние зарплаты, их количество, суммы на сегодняшний момент, на 26 год. Возвращаюсь назад, возвращаюсь где-то в 90-е годы, когда зарплата матроса составляла $500-600, $700, но тогда на $100 семья из 2 человек спокойно себя чувствовала, нормально могла проживать, но при условии того, что они не снимают квартиру в своем жилье. На $200 жила уже семья из 3-4 человек и тоже себя хорошо чувствовали. Сейчас, на сегодняшний момент, зарплата матросов $2000, особенно если он проживает где-то в Европе, $2500. Это хватает, ну, еле-еле, ну, это минималка, можно так сказать. Именно поэтому сейчас есть острая нехватка матросов, потому что когда они получали 2-2500, находясь на борту судна, при контракте там в полгода условно, иногда больше, иногда они продлевались, то сейчас они могут получать 1000-1500 евро, проживая в Европе. Те, кто переехал в Европу, они могут нормально вот в Германии найти работу, завод, тот же Uber. Они могут эту сумму, ну не такую сумму, ну как минимум половина от той суммы, что они зарабатывали на борту судна, они могут сейчас зарабатывать, находясь на берегу, проживая со своей семьей, и ни в какие рейсы они не ходят. Поэтому резко пошел отток матросов, очень многих матросов потерял, я имею в виду украинских матросов, потерял рынок, потому что раньше они жили дома, зарабатывали 2-2,5 тысячи и тратили, соответственно, дома. Сейчас они живут в Европе и начали зарабатывать минимум половину от этой суммы, находясь на берегу. Но здесь есть другой нюанс. Здесь есть нюанс того, что ты, когда находишься на борту судна, если ты один, если у тебя нет семьи, то всю сумму, которую ты зарабатываешь, возьмем $2000 в месяц, умножить на 6, 12 тысяч, ты привозишь домой. Ее тебе не надо делить на 2, если ты один. То есть ты заработал 12 тысяч по 2000 в месяц, да. Если ты там младший помощник, он получает, вот у меня третий помощник получает $4000, то есть он за 4 месяца заработал, 16 привез и на себя все потратил. Это один момент. Но если у тебя есть семья, в которой не работает никто, кроме тебя, то тогда становится все гораздо тяжелее. Тогда те $2000, которые зарабатывает матрос на борту судна, тратит его семья. Им надо снять квартиру, им надо на жизнь, им надо на одежду, им надо какое-то развлечение. И не остается ничего. Он, отработав полгода, приезжает домой, и у него там остается какие-то, ну, несколько, там, может, $1000, пару, 2-3 тысячи долларов, которые ему еле-еле хватит, чтобы уйти на следующий контракт. Поэтому, собственно, матросы и пропали. Они работают сейчас в основном на берегу, многие. Ну, некоторые остались, конечно. Если брать младший комсостав, то есть это третий помощник, второй помощник, четвертый механик, третий механик, там ситуация немножко лучше, но все равно это едва хватает на нормальную жизнь. Откладывать ничего у них не получается. Смотрите, я, работая в 2007 году, 19 лет назад, третьим помощником, получал $3000.
И тогда я себя на эти деньги чувствовал прекрасно, даже что-то получалось откладывать. Сейчас же вот у меня третий помощник на мостике сейчас стоит, и у него зарплата $4000. Спустя 19 лет она возросла всего на 25%. То есть у меня было в 2007 году 3, у него сейчас в 2026 году 4. Прирост 25%. Прирост инфляции за эти 19 лет я боюсь представить, но если зарплата у тебя растет в среднем там, на 2% в год, в среднем, да, иногда больше, иногда меньше, то инфляция растет на 5-6. Разница 4% в год за вот эти года можно легко посчитать, что зарплаты не успевают за тем, как растет инфляция мировая, в какой-то конкретной стране, возможно, где сейчас они проживают, ну я проживаю. В принципе, уровень стоимости и цена жизни возрастает гораздо быстрее, чем растет та же зарплата. У меня зарплата растет примерно на 2-3% в год, причем инфляция в этот момент в Румынии растет там, не знаю, ну, процентов на 6-7, образно. Так, я чисто сужу по ценнику, когда мы туда 4 года назад приехали, то там была одна сумма, которую мы тратили, зарплата моя ощущалась тогда совсем по-другому, нежели она ощущается сейчас. Сейчас цены гораздо сильно возросли. В принципе, в Румынии цены, в Болгарии цены сильно возросли, а зарплата не успевает за ростом вот этих вот самых цен. И если матросу вообще едва-едва хватает им на жизнь, честно говоря, я не знаю, как они живут, младшим штурманам, младшим механикам еще более-менее уже ситуация чуть-чуть получше, старпому, второму механику, электромеханику, забыли, что это за электромехаников мы совсем, электромеханику может хватать даже откладывать на что-то, на какой-то отдых, чтобы поехать, на какую-то машину можно купить. Про недвижимость мы уже не говорим. Если говорить там капитан Стармех, может быть, уже побольше можно откладывать и там уже думать о покупке какой-то недвижимости в сегодняшнем моменте. Если взять, просто вернуться в 90-е годы, когда капитан там получал, я, честно говоря, не знаю, но я подозреваю, что где-то в районе $6000, тогда с одного контракта капитаны покупали сразу квартиру. Они приходили с контракта, покупали квартиру, покупали, если оставалось еще какую-то машину, и еще нормально жили на те деньги, потому что, я повторюсь, в 90-е годы семья жила на $200, а сейчас, работая капитаном, тебе нужно несколько контрактов отработать, чтобы на какую-то квартиру там насобирать. Это мы не говорим там за 1, за 2, за 3 контракта, это 4, 5, 6, все зависит от того, сколько вы работаете, на каком флоте, какая у вас зарплата, ну и так далее, и где вы хотите, собственно, эту недвижимость купить. Поэтому зарплаты на сегодняшний момент, они, если когда-то моряки это были высокооплачиваемая профессия, престижная высокооплачиваемая профессия, то на сегодняшний момент это все еще престижная профессия, но она из разряда высокооплачиваемых перешла в такой разряд среднего достатка. Люди с среднего достатка, к сожалению. И я не вижу никаких тенденций, что это в ближайшее время как-то изменится. Нет. Судя по всему, зарплаты будут расти так, как они растут, потихонечку, там что-то добавляют периодически, но уровень жизни в целом во всем мире, не только где-то в Европе, посмотрите по всему миру, что творится, везде все дорожает, мы работаем по всему миру, мы получаем снабжение там, еду покупаем в Штатах, в Индии, в Шри-Ланке, в Европе, и еда постоянно, стоимость продуктов постоянно растет во всех странах. Просто разные страны имеют разную индексацию, и в разных странах по-разному этот ценник вырастает. Если говорить конкретно за Европу, то там ценник растет гораздо быстрее, чем зарплата. Сделаю в конце видео небольшой вывод. Если вы хотите знать лично мое мнение, которое я никому не навязываю, то, и вот если вы меня спросите, своих детей бы я сегодня отдал бы работать или учиться на флот, то есть становиться моряком, либо учиться где-то, чтобы получить морскую профессию. У меня 2 дочки. И я отвечу так. Если бы у меня был сын, я бы постарался его отговорить. Я бы не хотел, чтобы он шел работать на флот, потому что я знаю, насколько здесь опасно, потому что я знаю, что это за профессия, я знаю, что это за нервы, я знаю, что такое работать с разными людьми разных национальностей, разных религий. Я такой человек, что я могу найти
общий язык, да, со многими, практически со всеми у меня, ну, получается так, что я нахожу взаимопонимание. У меня взаимоотношения с экипажем всегда были хорошие, за исключением каких-то отдельных случаев. Но я бы своего сына, честно, попытался бы отговорить. Я бы не говорил критически, там, нет и все, там, не ставил бы вопрос ребром. Я бы попытался отговорить, потому что я могу ему помочь где-то найти себя в другой профессии. Когда я рос, когда я поступал, совсем была другая ситуация. Я, работая тогда, ну, опять же, возвращаясь к зарплатам, я, работая кадетом, получал $540. $540. Это были деньги, которые не получал там ни инженер на каком-то заводе, ни офисный работник. Это кадет, я получал $540. Когда я стал третьим помощником в 2007 году, ну вот я пошел и кадетом, и помощником в 2007 году было, в тот момент я получал $3000. Это были серьезные деньги, это были хорошие деньги в 2007 году, живя в Измаиле. Измаил — это небольшой городок, 75 тысяч человек, и это тогда была реально достойная зарплата. Это, кстати, вот одно из преимуществ, да, морской профессии. Если ты заканчиваешь институт, ты можешь в течение года, ну, год-два, и ты можешь выйти на зарплату в $3000 уже. Не знаю, в других профессиях как, можно или нельзя на такую зарплату выйти за такой короткий промежуток времени после окончания учебного заведения, но в морской индустрии можно на 3-4 тысячи долларов выйти через год-два после окончания. Но сейчас эти $4000 в 2026 году, это не те $3000, которые были в 2007 году, которые я получал. Тогда это была сумма, которая офигенно ощущалась. Сейчас $4000, живя в Европе, это деньги, на которые можно более-менее с трудом, с натягом жить, снимая квартиру, потому что квартира много съедает. Но у меня 2 дочки, и я категорически не хочу, чтобы они сюда шли работать. На сегодняшний момент по мировому флоту 2% работников, 2% моряков — это девушки, женщины. Но тем не менее, тенденция идет к тому, что количество в процентном соотношении будет вырастать. Наша компания хочет довести до 10%, чтобы на борту было девушек. И по мировому торговому флоту тенденция тоже растет, потому что банально не хватает работников. Это не то, чтобы уравнять там мужчин, женщин. Нет, совсем другая ситуация. Я вижу это так, но я не хочу, чтобы мои девочки здесь работали. Это не та среда, по моему мнению. Вы можете с ним не соглашаться, вы можете иметь свое мнение, можете со мной спорить. Тут тяжелый труд, опасный труд, физически тяжелый труд, потому что даже если ты командир какой-то, ты все равно физически много работаешь. Механики вообще постоянно физически работают. Штурмана тоже тягают там какие-то концы, на грузовых операциях лазят по тем мостикам переходным, смотрят за грузовыми операциями. Ну, если я говорю про контейнеровоз, да. У нас тут постоянно крепежный материал нужно носить и так далее. Это все физический труд. Еще раз, можете со мной не соглашаться, но мое мнение, что это небезопасное место для девушек. Поэтому я бы своих дочек сюда бы не отдал. Вот такое видео, друзья, у нас получилось. Спасибо за ваше внимание, спасибо за то, что вы зашли. Свои вопросы, комментарии, пожелания запишите, задавайте под этим роликом. Я все прочитаю, на все постараюсь вам ответить. С вами был капитан Максим, вы были на канале Максмастер. Это было видео о том, каково быть моряком в 2026 году, по моему субъективно-объективному мнению. Я опирался на свой опыт, на то, что я вижу на сегодняшний момент, и на то, как я вижу отношения к людям. Надеюсь, эта информация будет вам полезной. Надеюсь, что на какие-то вопросы я смог ответить. Какие-то, возможно, для вас еще остались открытыми. Еще раз я благодарю вас за внимание. Капитан Максим, канал Максмастер. Я на связи.